Как найти себя, то больше, для чего ты, стоит ли искать и почему именно ты избранный человек, один из немногих на планете Земля. Смотри видео до конца, и ты получишь ответы на все эти вопросы. Я Алена Вселенская, ментор на пути к себе большей и советник миллионеров. Пусть этот эфир будет на благо всех живых существ. Итак, начнем все по порядку. Как найти себя? Этот вопрос, который задают многие люди, но не так много, как бы хотелось бы. Даже кто-то считает себя потеряшкой, то есть они прям потеряли себя, и надо им найти. То есть идея чуть-чуть неверная в корне, потому что себя потерять в принципе невозможно, если ты всего один раз осознал, кто ты. То есть задача человека взять и один раз в жизни, всего один раз осознать, кто же ты, кто ты. Все, очень просто. Потом тебе потерять себя в принципе невозможно. В принципе, даже сейчас ты не можешь себя потерять, потому что нечего терять. Ну так, если что. Или же нечего находить. Это глубоко философский, конечно же, вопрос, но дело в том, что это реальность. И да, я тоже себя очень долгое время думала, что, кто же я, зачем я вообще, а в чем смысл жизни, что вообще в этом мире творится и зачем мы все есть. Я прошу отправить это видео тем, кому действительно важно найти себя, кому действительно важно встать на путь любви. На самом деле, как есть только любовь. Подводя итоги, мы поняли, что найти себя невозможно, потому что мы никогда себя не теряли. Мы просто думаем, наши мозгульки думают, что мы себя потеряли. Когда человечек рождается маленький, он знает, что он хочет, он чувствует, для чего он рвется к тому, что его. Он рвется всем своим бытием, он знает. И в принципе система так устроена, чтобы мы подзабыли немножечко, кто ты есть. Прям ей невыгодно, чтобы мы знали, чтобы мы были собой. Невыгодно. Не будем ни на кого спихивать, потому что это чуть-чуть безответственно. Системе невыгодно, и поэтому, виноватую нашли систему, и поэтому я живу так себе. Без воли человека не происходит вообще ничего. То есть, значит, ты на каком-то моменте жизни, на каком-то этапе ты просто даешь волю потерять себя. Ты даешь волю себя потерять, потому что ты не знаешь, как по-другому, потому что так принято, потому что так есть. Но если это так есть, везде, всегда, обычно, то значит это у тебя так. А где ты, кто думает, а это обычно, или все-таки я кто-то как-то по-другому? И вот тут это вопрос как раз-таки про то, что почему именно ты избранный. Ты избранный. Ты избранный, понимаешь, ты избранная, ты избранный человек, ты избранный мужчина, ты избранная женщина. Только по факту того, что ты начала первый раз задавать вопрос, кто я? Поверь, на планете Земля максимум в лучшем случае, в самом позитивном случае, это 10% человечества, всего человечества задается этим вопросом. Многие из них, задались, не получилось, сдались и все. То есть доходят до этого ответа практически 1, если не на 0,5%. Понимаешь, насколько ты избранная, если ты не сдался уже после первой неудачи. Понимаешь? Нет, не понимаешь? Пойми, это очень важно, это очень ценно. И факт того, что ты все еще задаешься этим вопросом, все еще на пути этом, это просто сокровище. Реально побольше бы таких людей, как ты. Если ты смотришь все еще это видео до конца, и тебя торкает, тебя откликается. Мир изменился. Мир изменился. Миру нужны такие люди, как ты. Сейчас жизненно необходимо всей вселенной такие люди, как ты, которые задаются этим вопросом, который не сдается, когда не получилось первый, второй, третий раз, который идет и ищет себя. И когда ты доходишь до определенного момента, ты понимаешь, что ты никто, реально никто. Ты вообще великое ничто. То есть на данный момент я себя осознала, дальше пока не осознала. И наверняка там есть куда глубже. То есть я великое ничто, я великая пустота.
И в этот же момент я великое все. Вот эта точка, где ты все и ничего, ты просто точечка, реально во всем мироздании, а точка, она связана с кое-чем большим. Кто больше ты? Вот здесь это, наверное, единственный вопрос, который я тебе не дам открыто, потому что к этому важно прийти самому. Кто больше, вот точка, вот эта точка. Я специально, вот пиши в комментарии, специально задаюсь вопросом, кто больше, вот эта точка. Я уже такую огромную подсказку дала, больше все и больше ничего, вообще ничего. То есть есть точка. Кто ты, это больше точка. Какая связь со всем мирозданием через эту точку у тебя? Пиши в комментарии, мне интересно, потому что реально, если я тебе на блюдечке выдам, ты скажешь, и что? Когда ты сама допетришь, что, блин, оно же вот как, вот оно о чем эта жизнь. Ты реально найдешь себя. Пиши в комментарии, я смотрю, я отслеживаю, я за вами наблюдаю, я подсвечиваю вам путь. Когда ты понимаешь, что найти себя невозможно, потому что ты никогда себя не терял. Ты никогда себя не терял. Просто на какое-то мгновение ты уснул, чуть-чуть уснул. То есть ты родился всем, на какой-то момент ты уснул, нет, не терял, ты просто уснул. Зашорился, мозгулечки твои взяли верх над тобой. И вот момент, где ты все-таки нашел, кто ты. Момент, где ты нашел, где ты соединился, где ты осознал, что все едино. Ради этого можно жить. Как минимум ради этого стоит пожить лишние десяточки лет. Не то, чтобы понять мозгульками, ну да, все едино, и чё? А всем своим бытием прочувствовать единение всего со всем. Твое личное единение. Про личное вообще как бы поговорю. Есть ли личность, это отдельное видео, если захотите. Пишите, кстати, в комментариях, какие вопросы важно, хочется тебе прямо, чтобы я раскрыла. И личность это такое очень субъективное, ну, в общем, это в отдельном видео, если захотите, пишите вопросы, какие есть запросы и самые интересные, самые облайканные вопросы. Я прям запишу видео подробно, открою все секреты. Итак, как найти себя, мы ответили. Никак, потому что ты себя не теряла. Почему ты избранная, тоже ответили, потому что слишком мало людей задаются вопросом, кто я и зачем. И слишком мало людей доходит для того, чтобы не сдаться на первых там не получилось. И еще один вопрос, на который, не могу я тебе, я дала кучу подсказок. Кто ты, то большее, для чего того большего? Пиши. И если активность будет высокая, то я приоткрою еще подсказку, которая поможет обрести себя того самого большего. Но это уже в следующем видео. И, конечно же, я тебя прошу, просто услышь себя, иди на зов своего сердца, Всем своим бытием я молю тебя, иди на зов своего сердца. Слышишь меня? Иди. Нет другого пути. Вернее, они есть, но они слишком кривые, слишком долгие. Вот прямой путь. Самый приятный, между прочим. То есть, когда вы думаете, что прямой путь, он какой-то там больной, нет. Иди на зов своего сердца. Там очень приятно, там очень по любви. Там прям реально вот просто ты идешь, кайфуешь и наслаждаешься жизнью. Иди на зов своего сердца. На своей игре «Иди на зов своего сердца» все ссылки и как туда попасть в описании. Мы как раз-таки углубляемся, вот прям настолько в игривой форме, настолько легкой форме обретаем легкость, ресурсность и ответы на то, кто же я, большинство там настолько четкие подсказки, что невозможно не найти себя. Идем со мной, идем в игру, идем с нами и найди себя уже один раз, всего один раз достаточно, и всем своим бытием быть, не чувствовать, это не думать, это просто быть тем большим, кто ты есть по факту рождения. Иди на зов своего сердца. И, конечно же,
подписывайся на этот канал, потому что здесь ты найдешь себя больше. Просто будь, слышишь? Не надо слушать никого снаружи. Иди на зов своего сердца. Слушай.